Нас не выпускают из Монголии. Всем привет! Меня зовут Настя, и вы на канале Nomad Notes. Мы с моей семьей живем в Монголии уже второй год. Сегодняшнее видео — это новый формат для меня. Но я вам вообще хочу рассказать историю о том, как мы практически стали нелегалами в Монголии. И у нас был запланирован отпуск. Все наши планы рухнули на этот отпуск. И в последний момент нам пришлось сдавать билеты и отменять брони гостиниц. Стефочка, иди ко мне, кадр. Садись. Садись. Стефа тоже у нас в кадре. Очень хочет она, видать, сниматься. Хочет, чтобы ее почесала. Вот я ее чешу. Она очень у нас любвеобильная. Ей надо, чтобы ее гладили. И все. Началось у нас еще все в июне. Каждый год в июне мы продлеваем наш вид на жительство. Процедура стандартная. Дается пакет документов. И, в принципе, 2 июля наши карты уже у нас на руках. А в конце июня к нам приехали в гости моя свекровь и тетя. Мы запланировали для нас отличный отпуск всей семьей. 3 недели в Монголии и 10 дней в Китае на море. Мы любим очень курорт Бэйдэхэ, потому что это очень хороший курорт для семей с детьми. Поэтому в начале июня мы забронировали нам отличные гостиницы в Бэйдэхэ и в Хутхато. Счастливые мы и наши дети ожидали поездку на море. Мы планировали уехать 3 июля из Улан-Батора. Маршрут наш следования должен быть такой. Из Улан-Батора до Замунде на поезде, Лианя до Хутхато на автобусе, Хутхато до Пекина, из Пекина до БДХ на скоростных поездах. Но уже начался первый квест. Внезапно раскупили все билеты в онлайн-приложении. Как мы поняли потом, виной всему был наступающий главный монгольский праздник Надо. Нам потом пришлось провести несколько часов на вокзале, чтобы купить билеты офлайн. К нашему счастью, нам попалась наипрелестнейшая девушка Гасир. Она нам очень сильно помогла. Изначально были билеты, получается, все раскуплены. И она нам объяснила, она говорила, кстати, по-английски и чуть по-русски. Она нам объяснила так, что она сейчас хочет позвонить диспетчеру и попросить, чтобы добавили вагон на 3 июля. Подождите, говорит, придите через какое-то время. Через пару часов, о чудо, свершилось. И мы купили билеты на поезд. Обычно с покупкой билетов нету никаких проблем. Ты просто, допустим, знаешь, что ты на этой неделе едешь, заходишь в онлайн-приложение и покупаешь билет. Но мы не учли тот факт, что впереди главный праздник Надо, и все люди поедут своим родственникам. Что, кстати, хочу заметить. Когда вот мы пришли, значит, покупать, это был понедельник, а нам надо билеты купить на пятницу. А очень много людей покупало вот на сегодняшний поезд. Там столько было, очень много народу. Пока мы там разбирались с билетами, значит, моя свекровь с тетей сидели в зале ожидания. И к ним подсела женщина, начала с ними разговаривать. Она так чуть-чуть русский, там какие-то слова знала. А моя свекровь, они, монгольский, естественно, не знаю, знает, как поздороваться и спасибо сказать. Вот, и они на пальцах разговаривали. Женщина тоже, значит, показывала фотографии. Она рассказала, что она живет в каком-то небольшом Суме. Приехала мужа, она положила в больницу и сейчас поедет домой. Показывала фотографии, рассказывала там о своих детях. В принципе, так они познакомились, пообщались. Тоже интересный случай. Хочу сказать, что если вы приедете в Монголию, в принципе, вы увидите эту доброжелательность в людях. И если большинство все равно подойдет к вам и будет с вами разговаривать, не знаю, в принципе, Монголия очень доброжелательная страна в этом плане. Кстати, еще хочу сказать, что как раз в этот день прибыл поезд, и было очень много иностранных туристов. И также в кассах иностранцы покупали на местные рейсы билеты. Это о чем говорит, что много иностранцев путешествует по Монголии на поездах или автобусах. То есть не с турагентством. Могу такой один маршрут вам посоветовать. Это Сайшан. Садишься в Улан-Баторе поздно вечером. На поезд утром прибываешь в Сайшан. Выходишь из поезда, и там стоят таксисты, которые готовы вас возить целый день. Они вас возят по достопримечательностям, и этим же вечером вы садитесь на поезд и едете обратно в Улан-Батор. Получается, что поездка занимает 2 ночи и 1 день. Какие плюсы? Вы экономите на гостинице эти 2 ночи, на транспорте.
В принципе, все это безопасно, и увидите новое красивое место. Параллельно мы решали вопрос с нашими животными. У нас кошка и собака. Здесь в Улан-Баторе есть несколько гостиниц, но нам повезло. Дочка моей знакомой согласилась присмотреть за нашими питомцами на время нашего отсутствия. Изначально муж решил вернуться из отпуска пораньше по своим делам, и чтобы сменить нашу девушку, которая присматривает за нашими животными. Мы себе еще обратно билеты не покупали, потому что у нас такое плывучее расписание. И мы пришли на вокзал докупить мужу обратный билет, и тут нас ошарашивают прекрасной новостью, что в связи с надомом автомобильный переход из Китая закрыт с 10 по 16 июля. Это был первый нервный момент для нас, и мы уже начали, честно говоря, паниковать, начали быстро искать возможные еще варианты, как можно вернуться. Мы начали искать самолеты или поезда из Пекина, Худхото или Эрлианя, но билеты на китайские поезда онлайн из-за границы купить невозможно, только на месте. Но настоящий удар ждал нас впереди. Муж списался с коллегой, которая занимается нашими документами. Выяснилось, что из-за задержки разрешения на работу наши карты ВНЖ еще не напечатаны. Главное правило, о котором мы не знали: пока твоя старая карта ВНЖ истекла, а это произошло 1 июля, а новую ты не получил, ты не имеешь права покидать территорию Монголии. Юридически после 1 июля мы зависли в воздухе. Если бы мы просто попытались пересечь границу без карт, нас бы просто на границе задержали как нелегалов. И еще мы бы получили штраф. Муж, конечно, пытался уточнить насчет наших документов, но уже заявка ушла на рассмотрение, и отменить ее никак было нельзя. И 2 июля вместо сборов чемоданов на море мы поехали сдавать билеты, отменили все бронирования. Благо, мы покупали билеты на поезд. Возврат билета нам возместился полностью. Потеряли мы там какие-то копейки. И я сначала, конечно, очень сильно расстроилась, но потом я как оптимист сказала: хорошо, что это произошло дома, а не на границе, когда мы уже такие все собрались, приехали, и на границе нам бы сказали: извините, но вы оштрафованы, проходите в тюрьму. Вот это было бы, конечно, более шокирующе. Я думаю, что никто не хочет в такой ситуации оказаться. А мы еще были дома, когда была бесплатная отмена бронирования. Спокойно мы съездили, сдали на ЖД вокзал билеты. И немножко, конечно, эмоции побурлили. Ну, значит, так в этот момент так было нужно. Но на тот момент мы еще не сдавались. У нас появился план «Б». Мы думали, если мы получим числа 8-9 наши карты, то у нас, в принципе, отпуск нас еще со свекровью, с тетей, он у нас, в принципе, получится, просто немного сдвинется. Но с какой, опять же, мы столкнулись с проблемой. Девушка, которая должна была присматривать за моими животными, она не могла на эти даты. Мы быстро, экстренно начали искать передержку. Вот, кстати, моя Стефа. Мы начали экстренно искать передержку, поехали в ветеринарную клинику, обновили все прививки. Что нам оставалось? Нам только оставалось ждать, сидеть наши карты, и мы решили не терять времени и поехали в такое небольшое наше путешествие. Мы поехали в Алсента-Сархай и в Хархарин с моей свекровью и с тетей, и начали им показывать эти прекрасные места. Мы прекрасно провели время в Хархарине. Моя свекровь и тетя, они первый раз ночевали в юрте. И 9 июля мы утром рано собрались и быстро помчались в Улан-Батор, чтобы решить вопрос с нашими картами. Но из-за пробок в город мы опоздали в контору. Но, как выяснилось в будущем, карты-то наши и не были готовы. Ну, мы просто поехали чисто, знаете, как попытать удачу. Но имейл-то, он нам даже и не приходил, что наши карты готовы. Так что мы приехали, поцеловали закрытую дверь и поехали домой готовиться к нашему следующему путешествию. Но еще мы узнали, что государственные праздники официально были продлены до 20 июля. И это означало, что даже если наши карты и напечатали, госучреждения закрыты, и мы не получим их в течение следующих 11 дней. Получается, что
мы попали в полный тупик. Мы остались в Улан-Баторе, но благодаря этому у нас появился шанс больше попутешествовать по Монголии. За это время мы съездили в Хархарин, съездили в национальный парк Хустай, побывали в Чойре, съездили в Сайшант на машине. Да, ничего не работало, но в этом была своя магия. И что вы думаете, 20 числа мы получили карты? Конечно же, нет. 20 числа мы пришли узнать, готовы ли наши карты. При этом имейл нам еще не приходил. Пришла я в эту контору. Что я помню, там было очень много народу, потому что, все-таки, извините, с 10 по 20 никакие госпредприятия они не работали. Естественно, как только открылось, люди все пошли по своим делам. Я подошла к оператору. Она мне говорит, что я ничего не могу посмотреть, потому что у нас нет интернета. Потом, через пару часов, я снова туда пришла, и уже девушка, она открывала на своем телефоне, она что там посмотрела, она говорит, нет, типа интернета нету, я ничего, говорит, не могу. Ну, потому что карты еще, они и не были готовы, как оказывается. Взяла себе кружечку чая. И вот, значит, наступает 22 июля, и нам приходит имейл о том, что наши карты готовы. Но, вы же спросите, ну что, но? Написано, что советуют нам их забрать 23 июля. И вот, 23 июля мы забрали наши карты. Отпуск наш накрылся медным тазом, потому что моя свекровь с тетей улетали 27-го. Ну, то есть это вообще нереально уже съездить в отпуск. Вот такая у нас история. Какая мораль у этой истории? Жизнь в эмиграции и путешествия – это всегда непредсказуемость. Вы можете детально спланировать идеальный отпуск, но остаться запертым в стране из-за бюрократических нюансов. Да, конечно, мы все хотели на море, и дети очень хотят на море. Конечно же, я думаю, что еще до конца лета у нас получится это осуществить. Но мы отлично провели время с нашей семьей. Мы съездили в новые места, где мы еще ни разу не были, но все хотели до них доехать. Мы показали Монголию нашим близким, посетили очень много новых, интересных мест. Самое главное, что мы были все вместе, и даже наши животные. Кто не знает, у нас кошка и собака. Кошка ездила всегда с нами, ночевала тоже везде с нами, и мы классно провели время. Иногда просто надо отпустить ситуацию и наслаждаться тем, что есть на данный момент. Спасибо, что досмотрели мою историю до конца. Подписывайтесь на мой канал Nomad Notes. И до новых приключений в Монголии. Всем пока!